продолжаю говорить об эллинистической философии, это вторая часть. Киренаики – это представители греческой философской школы, основанной в IV веке до нашей эры, последователи Аристиппа. Киренаики верили, что удовольствие – это основа, и что удовольствие освобождает человека от беспокойства о будущем и сожаления о прошлом, оставляя его в душевном покое. Особенностью учения киников было неприятие норм поведения, пренебрежение к внешнему виду и мнению толпы. В целом, мысль киников была основана на том, чтобы жить с минимальными потребностями в соответствии с природой. Первым киником был Антисфен, который был учеником Сократа. Его последователем был Диоген. Учение предусматривало, что удовольствия, предоставляемые природой, которые немедленно доступны, приемлемы. Киник Кратет Фиванский утверждал, что философия – это поесть немного фасоли и не о чем больше заботиться. Антисфен был древнегреческим философом. По мнению ряда ученых, он был родоначальником и главным теоретиком кинизма, одной из знаменитых сократических школ. Для Антисфена и его последователей залогом счастья было следование законам добродетели. Антисфен отстаивал необходимость быть самодостаточным, что в свою очередь предполагало умение ни в чем не нуждаться. Благодаря самоограничению и отказу от материальных благ человек становится независимым. Такие внешние атрибуты, как слава, престиж и роскошь, лишают самодостаточности автарки и добродетели, неотъемлемых предпосылок счастья. На вопрос, о чем должен мечтать человек, Антисфен ответил: «Блаженнее всего для человека умереть счастливым». Таким образом, для философа предпосылкой бессмертия была благочестивая и праведная жизнь. Диоген Синопский был древнегреческим философом. В своем учении Диоген продвигал аскетизм, отказ от земных благ, независимость и самодостаточность. Диоген по своей сути отрицал понятие местных законов и не ассоциировал себя со своим местом жительства и утверждал, что есть только закон природы, которому необходимо следовать. Диоген был склонен к эпатажу. Как-то Диоген закричал: «Эй, люди!» Когда сбежался народ, Диоген напустился на него с палкой, так как звал людей, а не мерзавцев. Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию, его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьи, вокруг собралась толпа. «Вот, афиняне, цена вашего ума», — сказал им Диоген. «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания, а когда защепетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот». Отношение Диогена к афинянам проявилось в эпизоде, когда философ днем зажег фонарь и пошел по улицам. На вопросы, что он делает, следовал ответ: «Ищу человека». Также есть легенда о том, что жители Коринфа, услышав о приближении армии царя Македонии Филиппа II, начали подготовку к осаде. Кто готовил оружие, кто таскал камни, а Диоген начал катать вперед-назад свой большой керамический сосуд для хранения продуктов, чтобы не казалось, будто он один бездельничает, когда столько людей работает. Также есть история о том, что как-то в Коринфе находился Александр Македонский, к нему приходили многие политики и философы. Александр предполагал, что среди прочих его посетит и Диоген. Однако философ спокойно проводил время в пригороде Коринфа, нисколько не интересуясь присутствием в городе Александра. Тогда Александр решил посетить Диогена сам. В это время философ грелся на солнце. Слегка приподнявшись при виде множества приближающихся людей, Диоген пристально посмотрел на Александра. Александр сказал: «Проси у меня чего хочешь, отойди, ты заслоняешь мне солнце», — сказал Диоген и продолжил греться. Минип Гадарский был философом-киником, известным сатириком. Минип был рабом. Купив иванское гражданство, он стал ростовщиком и сильно разбогател, а разорившись, покончил жизнь самоубийством. В своих произведениях Минип широко использовал фантастические реалии, путешествия в подземное царство, полет на небо, посредством которых высмеивал своих противников и их философские школы. Сатира Минипа часто шуточна по форме, но серьезно по содержанию. За умение говорить о серьезном легко и с юмором Минип получил прозвище «серьезно смешной».
Перипатетики – это ученики-последователи Аристотеля, которые поддерживали и развивали его философию после его смерти. Они выступали за изучение мира, чтобы понять конечную основу вещей. Целью жизни было процветание, возникшее из добродетельных поступков, которые состояли в поддержании среднего между двумя крайностями, слишком большим и слишком малым. Теофраст или Феофраст был древнегреческим философом, естествоиспытателем, теоретиком музыки. Теофраста называют отцом ботаники. Ботанические труды Теофраста можно рассматривать как свод в единую систему познаний, практиков сельского хозяйства, медицины и работ ученых античного мира в этой области. Теофраст был основателем ботаники как самостоятельной науки. Наряду с описанием применения растений в хозяйстве и медицине он рассматривал теоретические вопросы. Стратон по прозвищу Физик был древнегреческим философом и физиком. Стратон считал, что природа – сила, неотделимая от материи. Он отрицал Бога и душу как самостоятельно действующих агентов. По словам Цицерона, Стратон полагал, что вся божественная сила заключается в природе, которая заключает в себе причины рождения, увеличения, но лишена всякого чувства и вида. Природа у Стратона – самопроизвольная самодостаточная сила, лишенная сознания и личности, не подчиненная никаким внешним формам и целям. Большинство работ Стратона относится к физике. Главной силой в природе Стратон считал тяжесть, которая, по его мнению, упорядочивает космос и является источником движения. Подобно Демокриту, Стратон признавал существование пустоты, считая, что она разделяет между собой частицы, из которых состоит вещество, так он объяснял сжимаемость тел. Большое внимание Стратон уделял психологии. Он полагал, что душа локализована в передней части головы, между бровями. Душа считалась источником мышления, восприятия и ощущений, в то время как органы чувств лишь посредниками в передаче ощущений. По мнению Стратона, восприятия могут сохраняться в душе в течение некоторого времени, мышление есть движение восприятий, при этом мы не можем мыслить ничего, что ранее не было нами воспринято. Пиранизм – это философская школа скептиков, основанная в первом веке нашей эры Эносидемом, учение которое изложено Секстом Эмпириком в конце II или начале III века нашей эры. Цель пиранизма – атараксия, душевное спокойствие и невозмутимость, которая достигается посредством приостановки суждения о неочевидных вещах, то есть вопросах веры. Поскольку Пирон путешествовал в Индию, некоторые историки полагают, что пиранизм был сформирован под влиянием буддизма. Пирон был древнегреческим философом, основателем античного скептицизма. Пирон считал, что счастье заключается в спокойствии, которое может дать лишь скептицизм. Основное внимание он уделял именно этой этической концепции. 3 главных вопроса и ответа, данные Пироном. Какими являются качества вещей? Мы этого не знаем. Онтологический аспект. Как мы должны вести себя по отношению к вещам? Поскольку мы не знаем качеств сути вещей, мы должны воздерживаться от суждений по их поводу. Гносеологический аспект. Каковы следствия нашего поведения по отношению к вещам? Воздержание от суждений дает покой и счастье. Этический аспект. Сам философ считал важным последний тезис, но его последователи постепенно переключились на первый тезис, поскольку именно он обосновывает весь скептицизм как таковой. Нельзя не заметить явное сходство вопросов и ответов Пирона с положениями буддизма. Пирон придерживался того мнения, что ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым, так как в себе все одинаково безразлично, и поэтому оно не в большей степени одно, чем другое. Поэтому все вещи не только неразличимы, но и неисследуемы и неопределимы, а все наши мнения и ощущения не являются ни истинными, ни ложными, не следует им верить. Все не одинаковое, различное являются произвольными человеческими установками и обычаями. Вещи недоступны для нашего познания, на этом основан принцип воздержания от суждений, при использовании которого человек ничего не отрицает и не утверждает. По мнению Пирона, это состояние приводит затем к атараксии, в качестве же практически нравственного идеального метода отсюда выводится бесстрастие.
Византийский был философом-скептиком, учеником Перона. С его точки зрения, достоверное познание возможно лишь через непосредственное восприятие. Он разделял позицию Перона равносильности всех суждений по поводу истинной сути вещей и принцип воздержания от суждений. Энесидем был греческим философом первого века до нашей эры. Энесидем называл себя последователем Перона. Высшим благом Энесидем, как и другие скептики, считал невозмутимость атараксию, достижение которой возможно при воздержании от суждений, претендующих на истинность. Чтобы показать невозможность истинного знания, основанного на восприятии или наблюдении, Энесидем последовательно излагает 10 аргументов. Разные живые существа чувствуют по-разному, и совершенно невозможно понять, кто чувствует правильно. Среди людей также не существует единства, их чувства, их отношения к одним и тем же вещам настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны, и непонятно, какому нужно отдать предпочтение. Состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. Суждение или оценка ситуации также зависят от обычаев того народа, к которому человек принадлежит. Эти оценки могут быть прямо противоположны. Ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами. Поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Вещи представляются различными в зависимости от места, которое занимают. Вещи различны в зависимости от их количества и качества. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. Суждение о вещи выражает не ее саму, а ее отношение к другим вещам и к воспринимающему. Все 10 аргументов свидетельствуют о необходимости воздерживаться от суждений, поскольку составленные на основании чувств суждения имеют лишь относительную ценность и не могут быть ни однозначно истинными, ни однозначно ложными. Энесидем находил у Гераклита предпосылки скептического подхода, уточняя, что на самом деле противоречие относится к мнению, а не к реальности. Секст-эмпирик указывал, что Энесидем во многом воспроизводил учение Гераклита, так как основой его аргументации являлось указание на изменчивость, текучесть вещей. Секст-эмпирик был древнегреческим врачом и философом, представителем классического античного скептицизма. Секст-эмпирик систематизировал основные понятия и методы скептической философии, такие как положение о равной достоверности противоположных суждений, невозмутимость воздержания от суждения, бесстрастие. Секст-эмпирик окончательно оформил скептицизм, придав ему завершенность. Скептицизм стал именно скептицизмом благодаря сексту-эмпирику, который применил принципы сомнения к самому скептицизму. Это единственная философская позиция, которая сомневается в самой себе. Скептицизм – философия парадигмально отличающаяся от других философий, поскольку не несет никакого положительного содержания в принципе. Основной метод скептика – использование принципа непротиворечия. Секст-эмпирик описывал, на что он опирается в своей жизни в виде схемы. Скептик, как и все люди, ощущает и мыслит. Скептик подчиняется требованиям телесных аффекций, нужд организма, если хочет пить, пьет и так далее. Скептик следует принятым традициям, законам и установлениям. Скептик может обучаться профессии. Эпикуризм, эпикурейство – философское учение, которое было основано Эпикуром в III веке до нашей эры. По данному учению предполагается, что чувственные переживания не могут быть ложными, даже если они могут вводить в заблуждение, поскольку они являются продуктом взаимодействия мира с нашим телом. В данном философском учении высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог, а также избавление от страха. Эпикур был древнегреческим философом-основателем эпикуризма. Эпикур и его последователи были известны тем, что ели простую пищу и обсуждали широкий круг философских вопросов. Для Эпикура целью философии являлась помощь людям в достижении счастья, безмятежной жизни, характеризующейся атараксией и отсутствием боли. Он утверждал, что люди лучше всего могут заниматься философией, проживая самодостаточную жизнь в окружении друзей. Он учил, что корень всех человеческих неврозов заключается в отрицании смерти и в склонности всех людей предполагать, что смерть ужасна и болезненна, что в свою очередь
очередь, приводит к ненужному беспокойству, эгоистичному самозащитному поведению и лицемерию. Согласно Эпикуру, смерть есть конец и тела, и души, и поэтому ее не следует бояться. Эпикур учил, что хотя боги и существуют, они не участвуют в человеческих делах. Он считал, что людям следует вести себя этично не потому, что боги накажут или наградят их за их действия, но потому, что аморальное поведение будет обременять их чувством вины и мешать им достигнуть атараксии.